Всем здорово, ребят, с вами Зайс. Сегодня я буду разбирать игру против Saints. Что же произошло, какие ошибки мы допустили, да и в принципе, что нас ждет дальше. Вообще, разобрать я хотел бы лишь один раунд всей игры. Это счет 7-9 на Сакуре, когда мы камбэчили с счета 9-1. Разберу его полностью и подробно. Насчет других карт, то есть провинции и Бриза, в принципе, говорить нечего. Бриз мы легко выиграли, Прова мы там вообще в ноль отлетели, там, в принципе, разбирать нечего. Просто слишком у нас она была плохо подготовлена. Бриз, наоборот, хорошо. Насчет тэшки за Сакуру. Мы взяли всего один раунд, и это достаточно, достаточно плохо, это максимально ужасно, потому что у Saints нет ничего нового в их игре, и мы, в принципе, знали, как они играют, но при этом мы взяли всего один раунд. Какие-то были мисколы в моментах от тиммейтов, не в плане тиммейты там плохие, а просто что от меня, что от других игроков. Просто какие-то мисколы были, хоть мы полностью знали, что они будут делать, но это не суть важно. Сейчас самое важное — это разбирать раунд 7-9, так что давайте начинать. Здесь у нас, получается, мы на 6-9 выигрываем раунд против теков, 2 кабая обыкновенный, и у нас уже сколько-то раундов 5, наверное, подряд они ходили под апленд, и мы сыграли на... Сейчас... Вот, то есть у нас пауза, пауза, у нас фристайм. Мы начинаем разговаривать по поводу раунда, и то есть у нас была такая мысль, то что они могут сыграть, то есть так, просто запушить Б, а мы просто сыграем с Таньком на фаст-тяге вот так, и все. И просто если это пуш Б, то мы просто вдвоем стягиваемся и пятером ретейкаем Б-плент. Ну ладно. В общем, вот, у нас начинается раунд. Можно его даже ускорить немного, чтобы не ждать. В общем, вот как произошло. Я иду апсы, пиксель вставать, и Данек вот встал пиксель кон. Я ему в начале раунда сказал то, что он может просто сыграть, то есть здесь постоять сначала, он отходит, если типа есть засвет по человеку там, то он типа вообще изначально сел неправильно, он просто сел посередине планта. Ему надо было сесть, вообще не садиться, он мог просто стоять вот на месте и типа стрейфить туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда стрейфить, чтобы, хотя бы, даже если его накоцают, то на халф, но не убьют. А он просто сел посреди планта вот здесь, и по итогу его просто дальше убивают. Но если бы он сыграл на стрейф, допустим, он бы мог просто потом уйти на лонг, не знаю, пойти вторым ко мне псы, не знаю, в бокс вообще, мог вообще под девятку уйти. Было много вариантов, но тут, к сожалению, Данек сыграл не особо правильно и получил одну в голову с координацией. Вот его убивают, соответственно. Это да. Дальше, когда Данька убили, нам надо было что-то делать, и я решил просто с девятки пошел в кон. Мне надо было найти фраг, я просто решил пойти в кон. И там, конечно, я фрага не нашел, но у меня появился засвет, и в это время Егор был в апсах, он проходил, то есть апсы. Вообще, он тоже сыграл не особо правильно, он, когда в апсах был, сейчас это будет момент, он сыграл апсы, это правильно, то, что он сыграл апсы, но мы знали то, что они, получается, играют вот, даже здесь видно то, что они играют вот 2 лонг постоянно, не то нарисовал. Вот они постоянно играют 2 лонг. И вот эти 3 типа, 4-й это получается Star Fox, он играет лирком, и 2 типа мид чекают. Потом посреди раунда они просто отходят втроем под кон, заходят 3 кон и заходят 2 лонг. То есть у них апсы никого нет, и апсы можно спокойно играть. Либо у них иногда Самир приходил в апсы и доигрывал раунд в апсах. Но пока он туда придет, можно было уже обойти 200 раз и убить спину. Что происходит? Я тут распикиваю кон, соответственно. И просто вот на засвет сыграл, вот увидел джента, убежал. Побежал на лонг за гранатный, вот, Егор стоит в апсах.
Один у них чел в баре стоит. Это вообще... Кто? Это Сид. Сид, он... Вот сидит апсы, вот раз лонг, и... Ну, второй лонг где-то вот там вот далеко, то есть... То есть Егор мог, понятное дело, немного подождать. Он правильно сыграл, типа, стал вот здесь в углу, потому что они апсы не дочекивают. То есть Егору надо было просто вот так выходить потом и выходить вот сюда в кон спускаться. Ну, либо он мог выходить и лонг двоих убивать. Но скорее надо было идти в кон, потому что в кон 3 чела, и там легче их убить, потому что лонг заходит все-таки. Ну вот, дальше что у нас происходит? Егор начинает отходить зачем-то, вот этого я тоже не понял. Потому что они апсы не дочекивают, они тут простреливают лонг, я там флешки кидаю, гранаты бачу, то есть у нас там двое. Они раскидывают лонг, и вот заход их, получается, 3 кон и 2 лонг. То есть, по сути, апсы, он мог спокойно вот так выходить. Они все раунды так играли, они свою игру вообще не меняют. То есть, получается, Егор мог просто его с апсов брать, выходить и просто к ним в кон в спину идти. Уже сейчас даже. Но он встал в апсах, ждал, не знаю чего, потому что он мог реально спокойно, потому что у них вот эти 3 типа, они втроем заходят, они не чекают спину. И вот что произошло по итогу. Егор стоит, они заходят 3 кон. Вот стоят, там чуть почекали спину, хае по 9 дали, заходят. Вот тут. Еще ошибка от меня уже. Я запрыгиваю вот на ступеньку, то есть убиваю вот Самира. Ой, что я сделал? Вот, то есть я вот убиваю Самира, который выходит из бокса. Он вышел из бокса, я его, соответственно, убил. Но дальше я ошибся. Мне надо было вообще по-хорошему просто вот так слезать и идти, ну, не знаю, там просто в хлопе где-то постоять, допустим. Либо просто вообще в кишку уйти к Денису и потом вдвоем с Денисом сыграли бы. Но я запрыгиваю апсы, и Джент меня первой пулей прошивает здесь. Это, конечно, рофлс, потому что я стоял вот на первой ступеньке, а он нашил мне во вторую вообще, когда я запрыгивал апсы. Ну ладно. Ну, дальше, в принципе, у нас вот тоже. У нас Денис в кишке. Мы полностью разобрали то, что вот 3 кон заходит и 2 лонг. Соответственно, одного Самира я убил с лонга. Остается там Лунус, который с ним играет. И 2 чела с кона вот эти. Никита выходит с ДД, убивает одного чела в бок Сида. И Егор вторым вот тут играет. Типа... Ну вот, Егор сыграл вторым. По сути, Никите надо было вообще играть первым, а Егору не палиться, чтобы они просто второго уже не ждали с коном. Ну и Егор, в принципе, с апсов долго играл. Он мог это еще раньше сыграть и убить, ну, минимум 2. Ну, может, одного точно, но 2 тоже мог убить. По итогу Никита убивает одного, они идут вдвоем кон, и дальше просто, получается, ultimate fight происходит, Егор разменивается 1 в 1. И вот ситуация 2 в 2. У Никиты есть 4 гранаты, 3 гранаты, и у Дениса 2 гранаты. Инфа, Джен по 9 и Лунок сыграет лонг. Апсы никого не было, Денис кишка и Никита кон. По идее, очень простой ретейк, просто джентльмену нечего делать, Никита может хоть вот по этой стенке пройти и его убить, хоть вот дальше он просто пикнет из-под 9, Никита его убивает, то есть джентльмен умирает точно. Остается один Лунокс с лонга. Ну, в принципе, по нему есть инфа, потому что он всегда лонг играет в паре с Самиром. Что происходит дальше? Соответственно, Никита убивает джентльмена. Вот. И сейчас мы остаемся 1 в 2. Денис кишка, Никита кон. Лунокс лонг. Это и так понятно. То есть, что происходит? Денис просто стоит. Ну вот Никита инфа в ТС. Типа я даю смокбокс, я тоже не понял, зачем это было давать. По сути, он вообще не нужен был, потому что да, бомбу видно через смок. Что происходит? Денис стоит просто под стенкой, и типа он чекает, ну, по сути, ничего.
У него прицел стоит просто вот на plant, не на long, где играет Lunox, а на plant. У нас просто в ТСе все орут long, 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 long. Денис, видимо, потерялся, из-за этого не услышал инфу. Ему просто Lunox выходит, убивает в бок. И, ну, он его даже не накоцал, да, даже не накоцал. То есть Денис тут должен был вообще сыграть с кишки, по идее. Просто дождаться тиммейта, сыграть с кишки. Либо был вариант зайти в плент, но это тоже не особо правильный вариант, потому что Lunox мог сыграть в боксу также. Но, по сути, у него был правильный вариант сыграть лонг, потому что Денис выходит с кишки, по нему вроде бы была инфа, но он там вроде топал. Вот он выходит с кишки, соответственно. И Луноксу нужно найти фраг один в один в клатче. Он правильно сделал то, что пошел выбил Дениса, потому что с какого-нибудь бокса ему будет труднее было отыграть, потому что пачка достаточно плохая. Ну и он убивает Дениса. А дальше вообще Никита мог по-разному разыграть. Он также мог взять просто, либо, ну, в моей голове это было так, то, что он либо просто ждет, потому что инфа в тейсе, у него КР-12, он стоит в калитке в пикселе, и, типа, понятное дело, что ты с эской просто сольешь эту перестрелку. Никита мог просто немного подождать, у него там вот есть флешка, есть молик, есть, ну, молик, ладно, без разницы, есть флешка. Допустим, он мог с флешкой как-то разыграть. Он мог кинуть ему в хелпу, не открываясь под калитку. То есть он кидает флешку и играет уже от нее. Но он смог кидать бокс. Смог он тоже мог не тратить этот, по идее. Он этот смог вообще мог потратить потом в плент. На какую-нибудь бомбу, например. И уже от этого сыграть. Либо он мог вообще сразу выходить на широком сюда. Либо просто сразу на широком выходить и типа не стреляться с Луноксом. Потому что у него АКР-12 опять же. А ты с эской, ну ты его тупо не перестреляешь. Там, ну там, не знаю, 1 из 10 выигрывается. И дальше происходит такой момент. Вот Никита дал смог. И вот, Лунок встает пиксель. Ну, по сути, Никита, конечно, мог его убивать, но у него был маленький шанс. Лунок стоит просто пиксель, и вот Никита. Он с АК-13, АК-13 его тапает просто одной в голову. Никита тут еще вышел достаточно плохо, потому что он именно открылся вот под эту диагональ. И, в принципе, у него вот не осталось ни одного шанса. Он просто его одной в голову убивает, и мы проигрываем игру. Могли мы бэкать спокойно эту игру, в принципе, потому что она была достаточно простой. Мы за КТ очень хорошо сыграли. Какие-то где-то сыграли соло-мувами. Допустим, я за КТ просто соло-мувами, ну, честно скажу, я просто читал их игру и понимал, что они будут делать. И в каких-то моментах просто можно было засолить и найти фраг, может даже два, потому что они просто не ожидали этого. Ну и могли дальше бэкать, потому что вот Денис лежит под стенкой прям. Денису надо было сыграть либо с кишки, ну, самый правильный вариант сыграть с кишки просто. Если он играет с кишки, то Лунокс не находит фраг, он может, не знаю, уйти в КТ, допустим. У Никиты есть смог, он этот смог дает сюда, они уже от этого смока могут отыграть, потому что бомбу достаточно трудно было бы нашить. Либо просто на ту же пачку кинуть смог, и уже 1-2 спокойнее было бы разыграть, потому что у Никиты есть смог, он кидает смог на бомбу. Если Лунокс пикает, то его просто пикает здесь уже Денис. Ну, там много вариантов, как было разыграть, но как сыграли, так сыграли. И, в общем, не знаю, что еще сказать. Я ни в коем случае не виню своих тиммейтов. Это обычный опыт, тем более у Дениса это был первый крупный такой турнир, такой финал за Horizon, соответственно. Это опыт, это нормально. Мы, в принципе, не ожидали каких-то супер жестких результатов, но лично я, конечно же, всегда хочу выиграть. Но вот так вот получилось, то, что мы проиграли. Следующий турнир у нас Эпицентр снова. Пройдет он с 11 по 20 число августа. И там попробуем уже показать свою игру получше, потому что мы сейчас явно были не в лучшей форме командной, да и индивидуальной тоже. Не знаю, ну и у Сен тоже форма была не лучшая. Возможно, они будут еще лучше, возможно, они поменяют свою игру. Но пока что есть, то есть. Они особо свою игру не меняли, да и в принципе не думаю, что поменяют.
Так что все, ребят, всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, писать комментарии, понравился ли вам этот ролик, делать мне ли еще подобные ролики. Все, всем спасибо, всем пока.